Далее, хлавне вечерней справы, новости. Актуальнее дело за Федерация о весь миру. Это Екатерская радиотелевизия Еденко. В сегодняшнем выпуске новостей. Канцлер Ерман ознамує новий економічний смер, знижение дани о приписании предписов применшей бизнеса. Змены озманил секретарь финансии о экономистской залежитости Николасом Дэвисом Маленковым в рамках программы «Екатерийские работы» канцлера Ермана. В нове волне верёйначали организация Екатерские железницы озманую реструктурализачни в попытке сместить свою основную цель на забезпечение высококвалитней особней, а накладней доправы. В рамці усилий железничний транспортный гигант же одели свою побочку справы инфраструктуре о вырабы железничных воздіёл оде новые независлыч корпорации. А стремясь зlepшения здравия, растущая медицинская компания ознамує свои предложения внедрить геномный скринингов в школах. Перегрон Биотек – новый, растущий игрок в индустрии превентивной биологической здравотней старостливости, заявляет же его неинвазивной процедура бы и сам охол придавать школам. Также на программа – это беспрецедентный шаг к будущему конфликту. Федеральные вооруженные силы пассивную поземня, воздушное а наморне патрулирование в близкости территории Нового-Озерья, умыслом вылет сообщения. Кто-то причадza после сообщений о порушении прав Екатерев в Новом Озерье. А добро пожаловать в новости. В суладе со смелыми обещаний свернуть горы в мини-экономического роста, канцлер Ерман а секретарь Дэвис Маленкового ознамили о новых мерах на рост экономики. Программа «Екатерийские работы», которая ознамила канцлер Ерман в ее первой речи в качестве канцлера, направлена на снази знижить регулачни, а поскытнуть финансовые стимулы для малого бизнеса. На пресс-конференции, на которой ознамовала меры в рамце и программу, секретарь Дэвис Маленков ознамила о приоритетах новей влады в рамце и программу, включая забеспечение того, aby стартупы не бали о вплынывании влиянию более вадшими компаний, что является обрат от приступу причет влады симбиотичей экономики. Оппозичная коалиция под ведением Юлии Шофуэр-Андерсеновой с резкой критикой экономического плана по ознамени с аргументом, же плана ослабя охрану работников, а поведение к звышеннему выхибанию садановым повинностям зо страны вадших компаниями просредством, цитирую префиканных корпоративной практики. Террас Люде Павловой в Ксандерхолме дальнейшими подробностями. Расскажи еще, Люда. Спасибо, Джулия. По витастве коалиции «Наша Родина», Екатерия во федеральных выборах 2395 года, по которым канцлерка Элеонора Ерманова ознамила программ «Екатерийские работы», которого с участов было общее всеобъектное снижение регуляций малого бизнеса. Однако бывало владнука коалиция Алда немедленно выразила свое знепокоение над программ, а аргументовала, что политика, предложенная коалицией «Наша Родина», Екатерия, подорвет право трудящихся а ведли к дановым повинностям от уплаты налогов зо страны подников. Секретарь финансов Николас Дэвис Маленков обавы адмиетал анасоциалныч сиеточ, заявив, что либеральная коалиция нема, а не потухы, о чем говорит, когда речь идет об экономику. А же то и довод, причё эсса и экономика спомалуя. Вице-канцлер а заступка лидера федералистов Матиас Эклунд также резко осудил левую коалицию, а выхосил, же с лицемерны, а же никды нападали на левых таким образом сразу после выварения владу. Канцлерка Ерманова, со своей стороны, взяла более примирительный тон, выхлосила же без ожидать радикальных изменений без не можете очаковать, а добавила, же неч рабими чекалвек, то напрыв то проспея Екатерий.
Реакции на новый экономический план между рабочих и владельцев корпораций также даст змешание. Некоторые твердят, что є потребна большая подпора, особенно в полногосподарстве. Затялчо время как рабочие позадую заверений в том, что труд права не буду в рамце екатерийской работы доткнуте. Медзи владельцев корпораций, особенно владельцев малыч бизнеса, сорит скорее надшение, а миёрне очакование, поскольку поступне зверую новые подробности экономического плана его с приеводными экономическими допадми. Несомненно, настанут змены в экономике, причем планованный масштаб змеён будет обширным. Только время покажет результаты этих укажа. Спасибо, Люда.